Привет! Это видео будет полезно как новичкам, так и опытным пользователям After Effects. Сегодня мы разберемся, как накладывать текстуры на искаженные и деформированные поверхности. Все делаем без плагинов, просто и доступно. Разберем, какие проблемы могут возникнуть и как их пофиксить. Если ты хочешь добавить реалистичные текстуры в свои работы, обязательно досмотри это видео. Погнали! Залетаем в After Effects. Импортируем футаж, с которым мы будем работать. Этот и другие футажи для этого урока ты сможешь скачать в моем телеграм-канале, ссылка в описании. Создаем композицию нашего видео. Горячими клавишами Ctrl-K я вызываю свойства композиции и поменяю ей название. Также сделаю ее на весь экран. Вот с таким футажом мы будем работать. Хочу отметить, что для применения данного метода наш футаж должен быть без сильных бликов, без отражений и без сильных теней. Гладкие одноцветные поверхности тоже не подходят. Итак, поставим тайм-индикатор в середину нашей композиции и звездочкой на клавиатуре поставим маркер. В качестве текстуры мы будем использовать буквы. Создаем первую букву. Цвет я менять не буду. Ставим ее в 3D пространство и позиционируем по поверхности объекта. Дублируем ее, Ctrl-D, пишем следующую букву. Также устанавливаем ее, разворачиваем. Повторим это действие для следующих букв. Я опущу их еще ниже. Следующим шагом мы выделяем все наши буквы и создаем прекомпозицию. Ctrl-Shift-C. Назовем ее Word. Откроем эту прекомпозицию и избавимся от этого прозрачного фона. Для этого создадим новый Solid слой. New Solid слой. Цвет зададим серый. Здесь я поставлю 50%, выберу серый цвет ровно посередине. Перемещу этот слой под наши буквы. Перейдем обратно в нашу главную композицию. И на этом маркере обрежем нашу композицию Word. Для этого я зажму Alt и нажму сначала левую, потом правую квадратную скобку. Чтобы длина нашей композиции с буквами была ровно 1 кадр. Выделяем наше видео и рисуем на нем маску. Примерно вот такую. Чтобы вот здесь по краям было примерно такое расстояние сверху и снизу. Инвертируем маску. И далее для трекинга будем использовать Content Aware Fill. Раскрываем данную панель. Если у вас ее нету, то включить ее можно во вкладке Window. Здесь вот Content Aware Fill. Метод заливки выбираем Surface. И в настройках данного инструмента смотрите, чтобы у вас стояли вот эти две галочки. Создать Photoshop секвенцию и автоуправление неиспользуемыми залитыми слоями. Это позволяет сократить место на диске. Окей. Нажимаем Generate Fill Layer. Он предлагает нам сохранить наш проект. На этом этапе у вас может выскочить вот такая ошибка. Для того, чтобы исправить ее, нужно сделать следующее. Выделим нашу маску на слой с видео и сделаем нижние и верхние края чуть-чуть больше, то есть уменьшим маску. Примерно вот так этого должно хватить. И снова нажимаем Generate Fill Layer. Теперь ждем, пока он сделает заливку. Итак, процесс закончен. Переведем наш слой с заливкой в соло режим и мы увидим вот такие артефакты. Их может не быть, либо они могут быть незначительные, но в нашем случае они сильные. Если они у вас незначительные, то можно от них избавиться, просто создав маску на этом слое. Например, вот так обрезать их. Но в данном случае нам это не поможет, потому что у нас тогда текст уйдет за маску эту. Можно, конечно, маску проанимировать, но я покажу вам другой метод еще. Итак, я удалю маску. Мы удаляем слой с заливкой и дублируем нашу композицию с текстом. Ctrl-D. Назовем ее Temp. И растягиваем ее длину на всю длину композиции. Применяем на этот слой эффект Set Matte. В качестве маски выбираем наше видео. В качестве источника ставим маска. И еще раз нажимаем Generate Fill Layer.
Генерация завершена, теперь временный слой темп можно удалить. И мы получаем вот такую чистую заливку, уже без каких-либо артефактов. Теперь переходим на слой с видео и отключаем маску. Выделяем слой с буквами и слой заливку и делаем прекомпозицию. Назовем ее текстура. Texture. Теперь для данного слоя выбираем метод наложения. Если заливка у вас была черная, а не серая, то выбираете Screen. Если фон был белый, то Multiply. В моем случае для серого фона я выбираю Hard Light. Все, теперь мы избавились от нашего фона, у нас остались только буквы. Далее делаем нашу текстуру более реалистичной. Для этого мы дублируем наш слой с видео, Ctrl-D и назовем его маска. Далее у слоя с текстурами в Track Matte выбираем маску и ставим режим Luma Mate. Теперь, чтобы лучше проявить наши буквы, выделим слой Mask и применим на него эффект кривые Curves. И настроим кривую. Я остановлюсь вот на таком варианте. Посмотрим, что у нас получилось. Выглядит вполне реалистично. Теперь ты знаешь, как трекать текстуры даже на сложных и деформированных поверхностях. И все это средствами After Effects, без дополнительных плагинов. Если видео было полезным, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и заглянуть в мой Telegram. Там я делюсь фишками, туториалами и другими полезными материалами. Все ссылки в описании. До встречи в следующих видео.